Здравствуйте, уважаемые знатоки и любители орхидей. Сегодня я хочу показать вам свои анцидиумы, в основном анцидиумы твинклы. Вот потому что, так получилось, что в основном они у меня тут представлены. Вот. И начну вот с этого же розового красавца. Это анцидиум твинкл цико маргарит чанзи йенинг. Вот, и, можно сказать, вскакиваю в последний вагон этого уходящего поезда, потому что, видите, цветоносик уже такой начинает чуть-чуть задаваться. Но очень мне хотелось показать его цветение во всей красе. А краса действительно была, цветоносов изначально было 6. Вот тут вот у нас есть вот такое что-то сухенькое. Вот, есть что-то такое, что еще собирается цвести. И вот там на заднем плане есть красота. Ну, как-то вот целиком это не показать все вместе. Я как-то видела в сети видео от Светланы Вейсбергер из Германии. Вот у нее там было 12 цветоносов. Это было очень впечатляюще. Я подумала, что у меня 6. Тоже будет очень здорово, но одновременно больше 2 никак не получается. И вот они смотрели в одну сторону, я их не засняла. Думала, 3 появится. Теперь хотя бы вот заснять вот эту вот красоту. Видео, конечно, не передает запах потрясающий. Вот. Ну и само растение выглядит очень нарядным. Еще буквально 3 недели тому назад это был такой вот пышный куст. Вот, он имеет возраст, какой точно я не знаю, потому что достался он мне в прошлом году от другой хозяйки. Я его купила в частной коллекции, и это был подарок моей дочери мне на день рождения. Я очень надеялась, что он процветет сразу же, потому что видите, сколько у него бульб. Вот сейчас уже видно, какие новые, какие старые, потому что они вот буквально 2 недели назад старые избавились от листиков. Ну и видно. Так я не могла сказать, какие из них там новые, какие старые. Пышная куртина во все стороны растет. Я надеялась, что в прошлом году она мне уже даст цветение. Может быть, я ее не доливала, лето было жаркое, не знаю. В этом году меня уже начало интересовать, что же послужило поводом для того, чтобы прошлая хозяйка продала вот этот вот замечательный цветок. Когда же он наконец будет цвести, как вдруг в одной из пазух обнаружила такую петелечку. Я очень обрадовалась, проявила любопытство излишнее. Вот я решила помочь этому цветоносику выйти из пазухи, ну, естественно, я его обломала. Но это мне вселило надежду, что все-таки цветочек хочет цвести. Спрыгнула на меня с постамента, который я ему приготовила для съемки. Ну, в общем, не пострадал. А здесь у нас ведь есть еще вот такой вот цветонос, который тоже петелечкой. Вот. Там покажемся. Я его уже не трогала, развивается он как-то позже всех остальных, но дает мне надежду на то, что разовьется и, может быть, будет цвести вот гораздо попозже и встретиться со своим цветением с другими анцидиумами. Вот одновременно цветущая веточка поменьше с другой стороны. Вот этот вот сухенький цветоносик был очень пышный. Вот, и одновременно вот с тем, который с другой стороны, они были таким заметным и замечательным душистым треугольником. Еще один мой анцидиум, название которого я точно не скажу, вот, потому что его не знаю, оно нигде не написано, как это обычно бывает, когда покупаешь анцидиумы и вообще какие-то цветы в крупных магазинах. Вот видите, сейчас у него есть 3 цветоноса. В прошлом году он цвел, соответственно, магазинным цветением весной, это был март. Потом он также осенью у нас процвел. Вот, и, видите, собрался сейчас. Ну, вот видно даже, какие разные бульбы получаются у меня и у его вендоров, да, садовников. Вот эти вот длинные бульбы, они старые. Вот с ними он к нам приехал. А вот эти вот бульбочки кругленькие, толстенькие, вот эти вот, которые у него вот здесь внизу, это уже мое завоевание. Вот этот анцидиум я купила в Оби магазине, вот, и подобрала его там с пола.
Вот. И когда я его подобрала с пола, он там валялся, просто корни, веточки и цветоносик. Когда я его там подобрала, то ну, я поняла, как, собственно, садовники выращивают и продают кучу таких вот замечательных цветущих анцидиумов. То есть вот у них наверняка есть вот такая вот какая-нибудь пышная куртина типа этой, которая собирается цвести. Они ее выколачивают из горшка, делят на части по 3 бульбочки с цветоносом и запихивают в новый горшочек, придавив мокрым кокосовым торфом. Ну, цветочек едет, цветонос развивается. Если он приезжает в какой-нибудь другой магазин, более внимательный, чем обе, вот, то там его польют, и он будет держаться. Ну, а в обе их там много всего было. Вот это еще такой военный обе. И они не очень хорошо, честно говоря, ухаживают за этими цветами. Не все они поливаются, субстрат высох, и цветочек подтянут, что цветонос просто вывихнулся из горшка. Вот я его подобрала, пересадила. Это уже он снова пересажен, потому что тот горшочек, который был ему приготовлен, в котором он очень красиво смотрелся, он его перерос. И вот он пережил у нас уже 2-е лето. Вот. И вот совсем недавно, выехав с дачи в сентябре, где-то в середине сентября, я обнаружила эти цветоносы. Они достаточно быстро и хорошо развиваются. 3-й анцидиум, который меня, скорее всего, скоро порадует, это желтенький анцидиум. В прошлом году я была обладательницей одновременно в какой-то момент 5 анцидиумов. Вот розовый, вот этот вот такой светло, не белый, он такой какой-то прозрачный у него лепесточки. Вот красненький, желтенький и беленький. Но беленький только приехал, приехал вместе с вредителем, вредитель его ел, пока ехал. Вот. Что это был за вредитель, не знаю, он выскочил, я его тут же убила, посмотрела на поеденные бульбы, ну и, в общем, цветоносик отцвел, цветочек скончался. Желтенький анцидиум был всего о 2 бульбах, он тоже замечательно цвел, летом выдал новый рост, но как-то я его подсушила. И вот совсем недавно стала обладательницей вот этого вот замечательного анцидиума, ведь у него тоже есть цветоносы. Вот, это один из желтков. Вот, кто ты. Так, Yellow Fantasy. Вот, и он нуждается в пересадке, сегодня будет пересажен. То есть, вот, судя по размеру цветоносов, они могут встретиться все вместе. Вот, и еще один твинкл, которого я очень жду. Он мне тоже достался, ну, в общем, здорово. Я, конечно, купила растение с 2 бульбами. Вот 1 бульба сразу же ушла. Вот осталась вот эта вот, которая выдала вот такой вот ростик. Этот ростик с большим трудом рос, но вот он уже оформился в бульбу. И эта бульба тоже имеет несколько ростов. То есть нам расти, еще расти. Вот. И тогда, может быть, у меня будет просто ароматная сказка круглый год. Вот. Очень мне нравятся твинклы, очень это отзывчивые растения. Вот. И я надеюсь в следующий раз показать вам, ну, может быть, это будет уже конец ноября или декабрь, цветение твинклов сразу такого разноцветного букета. Большое вам спасибо за внимание. Надеюсь встретиться с вами снова.